Контейнеровозы во время шторма. Над Карибским морем и юго-востоком Соединенных Штатов очень часто проходят тропические циклоны, оставив на своем пути следы разрушений. Штормы уносят множество жизней, разрушают бесчисленное количество домов и серьезно повреждают инфраструктуру целых регионов. Однако мы ничего не слышали о повреждении контейнеровозов в пострадавшем морском регионе. Зачастую корабли могут избежать этих штормов. Эти ураганы формируются в течение более длительного периода времени, и их траектории можно спрогнозировать достаточно надежно. В зависимости от ситуации, чтобы пройти задолго до урагана, или контейнеровоз плывет медленнее и пропускают шторм первыми. Но бывает и так, что кораблю приходится быстро искать убежище. В 2012 году контейнеровоз плыл из Европы на Норфолк-экспресс и хотел зайти в Балтимор на восточном побережье США. В то время там бушевал ураган Сэнди. После тщательной оценки стало ясно, что заплыть в порт Балтиморе не успеваем в назначенное время. Поэтому решили искать убежище в заливе Фанди к западу от Новой Шотландии. Этот крюк в сумме составил 1000 морских миль. Если учесть тот факт, что расход топлива с контейнеровоза 170 кг топлива на 1 морскую милю, то есть 170 тысяч тонн топлива на 1000 миль, то это было очень довольно дорогое решение. Но это был правильный выбор. Безопасность команды, корабля и груза должна была стоять на первом месте. Решение всегда принимает капитан. И по-другому тоже быть не может, вот для чего он там. Капитан находится на месте и может лучше всего оценить ситуацию. Он знает свой корабль и знает, на что он может рассчитывать. Конечно, он получает некоторую поддержку из берега. Например, от внешнего поставщика услуг он круглосуточно получает актуальные прогнозы погоды и рекомендации по маршруту. На основании этих вещей, а также благодаря собственным наблюдениям и опыту, капитан может принять правильное решение. Корабли должны держаться на расстоянии около 250 морских миль от сильных тропических циклонов. Даже на таком расстоянии сила ветра может достигать 8 баллов. При этом в первую очередь необходимо избежать слишком высоких волн. Волны в идеале должны быть не выше 6 метров. В этот момент контейнеровозы относительно уязвимы из-за их особой формы корпуса, но в основном из-за открытого груза. Если большая волна захлестывает бак танкера или сухогруза, то обычно это не приводит к повреждению груза. Но этот риск намного хуже с контейнеровозом, потому что груз открыт. Это сценарий, который необходимо избежать. И именно поэтому контейнеровоз плывет немного осторожнее, если есть какие-то сомнения. Для очень больших кораблей во время шторма нет убежища. В гавани они находятся во власти сил природы, не имея возможности маневрировать. Риск повреждения или уничтожения корабля, а также ценных портовых сооружений, высок. Вот почему некоторые порты с важной инфраструктурой даже требуют, чтобы корабли покинули порт до наступления шторма. И это правда, что во время шторма самое безопасное место для контейнеровоза – это открытое море. Возможно избежать наихудшей погоды и расположить корабль таким образом, чтобы свести к минимуму воздействие ветра и волн. На контейнеровозе груз всегда надежно закреплен, поэтому никаких особых мер предосторожности не требуется. Но иногда в местах общего пользования экипажа все обстоит иначе. Особенно на очень больших кораблях, которые обычно мало двигаются. Об этом иногда забывают члены экипажа со временем.
Вот почему капитаны вывешивают объявление о непогоде у входа в столовую, если знают, что назревает шторм. Это повышает осведомленность членов экипажа, и они снова проверяют, все ли хорошо закреплено в их каютах и на рабочем месте, чтобы не летали ноутбуки или стулья. Иногда речь идет и о мелочах, которые раньше давали на меньших кораблях. Например, на кухне увлажняли скатерть, чтобы тарелки и столовые приборы не соскальзывали с места в бурном море. Если корабль начинает качать, настроение на борту действительно меняется. Это утомительно и для ума, и для тела. Даже люди, не страдающие морской болезнью, часто страдают. Самое тяжелое в том, что вряд ли когда-нибудь сможете спокойно поспать. Ты лежишь как жук на своей койке, пытаешься как-то выспаться. Если вам придется пройти через 10-дневный период, любой может себе представить, что это стресс. Когда уже судно в порту, вы действительно просто счастливы, что корабль больше не движется и члены экипажа могут отдохнуть. В настоящее время в пострадавшем Приморском регионе сезон ураганов, как и практически каждый год. Как и наступление зимы в Северной Европе, это регулярно повторяющееся явление ураганов, к которым можно хорошо подготовиться. При этом разрушительная сила некоторых циклонов бывает особенно велика. Не все штормы могут быть обнаружены береговыми метеорологическими станциями, в которых все бортовые оборудования и наблюдения играют ключевую роль в предотвращении бедствий. Установленный радар на судне дает четкое предупреждение о тропическом вращающемся шторме примерно за 100 миль до приближения. Необходимо внимательно следить за барометром, если подозреваете надвигающуюся бурю. Хотя маловероятно, что он попадет в шторм, со всеми установленными навигационными средствами и системами связи, береговой персонал обычно составляет план альтернативного перехода, чтобы избежать такого шторма заблаговременно.